Привет, друзья! Приветствую вас на теле-аудио-видео канале YouTube Алекс Титанов. Сегодня мы прокатимся чуть-чуть на велосипедике. Погода тепленькая, буквально уже 13-14 градусов на улице. Шикардос, конец ноября. Вот стоит мой велосипед перевернутый. Как я уже неоднократно говорил, у меня электрическая трансмиссия. И что удивительно и примечательно, я думал такое, ну раз электрическое, то я вообще лезть туда никогда не буду, ничего там трогать не буду, все будет переключаться как часики всегда. Какой там? Уже такое след прошлую поездку, смотрю, уже первая скорость что-то прыгает. В общем, надо подстраивать. Сейчас я одену очки и еще тут повожусь и расскажу вам чего интересного. Смотрел я пару видосиков на YouTube по настройке этой трансмиссии. В общем, вот эти два, я забыл, как они называются, винтика. Это, ну, вы знаете, точно так же, как и на обычной трансмиссии. У нас залетела. Вот этот отвечает за то, чтобы переключатель не уходил за эту звездочку, этот болтик за эту самую большую, чтобы не уходил. Это расстояние от ролика переключателя вот этого до самой большой звездочки. И что интересно, вот эти два, они настраиваются просто до касания с переключателем. Вот здесь вот. И, соответственно, здесь, когда переходишь на самую большую звездочку, просто до касания. По крайней мере, когда новая трансмиссия, возможно, потом надо будет это все регулировать. А вот этот вот винтик отвечает за расстояние от ролика до самой большой звезды, но меряется это на второй самой большой звезде. Это, что интересно, в видео было сказано, что это все меряется на большой и должно быть 7 миллиметров расстояние, или шаблон надо купить такой, я его закажу, он там на Алиэкспресс 7 евро, по-моему, стоит пока на глаз. И я такой, а тут уже стоял такой сантиметр, ну, где-то сантиметра полтора там расстояние. Я такой, блин, что-то она что-то не строит. И переключался на самую маленькую звезду, и тут вообще цепь какую-то уже такую как-то провисает странно. В общем, по-дурацки все выглядит, слишком маленькое расстояние. А оказывается, я почитал там комментарии, а там написали, чувак, блин, причем это видео номер 1. Это если ты задашь поиск регулировки настройки этой трансмиссии, это видео вот номер 1 топ. И хорошо, что там кто-то в комментариях написал, что это неправильно, что надо мерить. Ты ставишь трансмиссию, переключаешь на предпоследнюю, и с нее ты уже меряешь расстояние от большой звездочки до ролика, до маленькой звездочки переключателя. И там дали еще ссылку, что на оригинальное видео от SRAM, где об этом рассказывается. В общем, вот так вот поднастроил я. И еще есть микронастройка, тоже она делается на второй самой большой звездочке, на предпоследней звездочке. Сейчас я еще это тоже посмотрю. То есть ролики должны вот эти вот быть перпендикулярно или параллельно. В общем, они должны быть над прямо этой звездой. Сейчас чуть-чуть подстрою. Есть там микро настройка вот на переключателе на руле. Там есть такая кнопочка на переключателе маленькая. Если вместе с ней ее нажимать, потом сам переключатель, то будет микро настройка. Вправо-влево. Сейчас попробую. Так. Вот должна вот эта вот звездочка быть ровно над вот этой второй звездочкой. И пойди пойми, вот она ровно. Вроде да. Это надо снимать цепь и без цепи делать это все. Ладно, сегодня я еще поезжу так, а потом, когда буду восковать, парафинить, варить цепь, посмотрю без цепи, насколько ровно стоят звезды, и подкорректирую. Все, друзья, погнали. Траву собираем. Я такого еще не видел. Блин, зимой кататься, конечно, на удовольствие. Там сопли текут. А, там вот целая плотина образовалась, и он ее перетаскивает оттуда. Ничего себе. Вот
Еще один. Такие лодки, вообще такой не видел, что они делают. Откуда куда? Они, походу, здесь наоборот лодку сделают. Да, они вот, наверное, туда. У меня сегодня очередное испытание моего держателя для телефона, вот этого, который я заклепал заклепками. Ну, вы, если смотрели прошлое видео, то вы видели, слышали про эту историю, как я выломал с руля оригинальные заклепки и, короче, поцарапал руль, исковеркал все это, высверливал, заклепывал. В результате я вклепал такие две гильзы такие с резьбой на 5 миллиметров. Ну, посмотрим, насколько это будет держаться, потому что сейчас у меня все еще в роза. В корзине лежит руль. Это же история, то, что я уже рассказывал, что я к ним за советом обратился, что делать, испортил. И они мне предложили руль в полцены продать, новый. А новый стоит 350 евро, они мне за 170 там с копейками. Я сказал, да, окей. Но его сейчас нет в наличии, это все откуда-то с Азии. И будет через 5 недель. В общем, я не спешу отказываться от этого заказа. Посмотрю, как будет моя система. То, что я наклепал, как она будет держать. Если не будет, как раз вот мне 5 недель, чтобы посмотреть, выдержит, не выдержит моя работа, то, что я здесь наклепал. Но в целом, я смотрю, сейчас телефон так болтается. Ну, вся эта система, весь этот хальтер, он вот так вот ходит. Не уверен, что это долго продержится. Либо крепление для телефона не будет держать телефон, либо вылетят мои заклепки. Думаю, вот телефон переставить на руль сюда. Я думал здесь держать велокомпьютер. Вот здесь, а здесь телефон. Ну, наверное, придется их местами поменять, потому что здесь телефон сильно трясется. Мне это не нравится. Сейчас я переставлю, посмотрю, на как он будет трястись. Да, вот тут лучше держится телефон. Это все более фест, не трусится, но не видно ни черта карты толком. И плюс я подумал, что он будет, то есть вот здесь вот он будет загораживать велокомпьютер, там будет какая-то странная конструкция. Тут где-то внизу будет велокомпьютер, а здесь телефон будет все загораживать. Вот так вот идеально. Но, повторюсь, трусится очень сильно. Я не знаю, вот, видите? Не знаю, насколько это хватит, этой конструкции всей. Попробую еще покатаю так, посмотрим. Вообще не видел. На больничного зажирел. Причем
Я всю эту неделю прошу. Запыхался. Каждый день ходил пешком. Начал с 3 километров. Дошел до 13 километров за раз. Отлично ноги чувствуются. Во время ходьбы прямо квадрицепсы забиваются так ништячно. Но аэробной нагрузки 0. Ты вообще не потеешь. Сейчас записываю, да. Не потеешь. Пульс не поднимается. Сейчас я проехал 10 километров. Чуть-чуть в горку. И я уже запыхался. Совсем другой вид нагрузки. Так. Я, кстати, начал ходить сразу после выписки с больницы уже на следующий день. Нормальный ход. В кожаных штанах, в обтяжку выдергивать траву. Красава. Говорю, у меня кожаные штаны сбили. В смысле? Сразу на следующий день после выписки с больницы я прошел 3 километра, подтянулся 3 раза. И каждый день увеличивал. Фу. Потом 5 километров, 6 километров, 10, 13. И параллельно отжимался и подтягивался. Хотя мне строго-настрого запретили врачи это делать. Но я по чуть-чуть и очень плавно. То есть я буквально второй день там 10 раз отжался от пола. И причем это делал так быстро отжался, типа пока никто не видит. И такой быстро встал, такой все. Куда-то такой наверх такой. Все, больше не делаю, отвечаю, все, это все. Да, в общем, я еще эту неделю на больничном. Цель каждый день катать. Ветры стоят. Но вообще очень экстремально теплая погода стоит. Сегодня ветрено, но говорит 13-14 градусов тепла. Координаты 3 геотайников, но скорее всего не найду ни одного из них, потому что я выписал, а потом посмотрел задание, а там надо переходить по ссылке. Блять, я запыхиваюсь, капец. Фу, я растренировался. Фу. Переходить по ссылке на YouTube, смотреть какие-то видео какого-то аудиоспектакля. Там по сериям они разбиты каждому тайнику. Какая-то серия какого-то аудиоспектакля. На немецком, разумеется. И там надо найти подсказку в этой серии, послушать и найти подсказку. Я включил, и что-то вообще не... Когда читают непрофессионалы, это какая-то... какие-то люди, которые спрятали тайник, они же какой-то радиоспектакль там замутили на YouTube. Соответственно, читают сами же непрофессионально. И я вообще kein Wort verstanden, не понял ни слова. И подумал, ладно, хрен с вами. Просто мне же главное проехаться, а не найти тайник. Поеду, да. Нет. Не найду, не страшно. Причем все указывает все на то, что не найду. 1,5 звезды сложности. Доступность или сложность, там 1,5 звезды. А это уже значит, что найти непросто. Сопли как текли, так и текут. У меня же была надежда, что сделаю операцию по выправлению носа и перестанут сопли течь. Мне еще доктор такой: да, вот у вас тут неравномерно, не распределены эти носу каналы, поэтому завихрение воздуха. Ага,
вот выровняют, и все будет ништяк. Конечно. Сопли как текли, так и текут на велосипеде. И что самое обидное, мне все еще нельзя шмаркаться. Потому что, вероятно, большой риск кровотечения. И приходится... Раньше я как? Ехал и шмаркался. Теперь только в платочек. А это нифига неудобно. Так, телефон еще держится. Ну, трясется. Не знаю, сколько он так в таком режиме выдержит. Трясется подозрительно по такой вот дороге. Тройника 18 километров, туда-сюда 36 должно получиться. Но что-то мне подсказывает, что я их уже искал и не нашел. И мне надо очки, потому что я ни хрена не вижу. А у меня здесь очки только для чтения, а для езды нету. Надо срочно купить. Все, друзья, недолго музыка играла. Она уже болтается. Мои заклепки уже разболтались. Ну, это и не удивительно, ни хера. Переставляю тогда сюда. А тут еще остается фара. Надеюсь, она хоть какое-то время еще повисит. Хотя, может, просто раскрутились винтики, вряд ли. Сейчас попробую подкрутить. Подкрутил, вроде жестче стало. Точнее, совсем жестко стало.
Но все это херня, короче, держаться не будет, я понял. Надо новое крепление, новый руль. Вернее, у меня пришли такие еще в eBay, заказал хюльзы такие, которые саморезцы, самонарезающие резьбу. И если еще склеим, вот я думаю, если эти гильзы не будут держать, то я попробую еще те саморезцы на клей там посадить. И если то не будет держать, тогда я закажу новый руль. Да. Самым сложным в новом велосипеде оказалось присобачить телефон, велокомпьютер и фонарь, и лампу, фару. Я зажал, не купил родное вот это крепление для всего этого, ну там 35 евро, плюс доставка, короче, сороковник, просто какой-то кусочек железки. Я зажал, купил на Алиэкспресс такое. Оно тоже нормально выглядит, но оно длинное, у него получается рычаг больше, оно будет вырывать всегда все. Хотя не факт. Может быть, оригинальные заклепки эти, оригинальные гильзы не вырывал. Ну да ладно, посмотрим, как это все будет себя вести. Если что, то куплю новый руль, новое крепление фирменное, и все. Не буду тогда. Я сейчас думал купить велокомпьютер. Вот он будет очень странно здесь. Смотри, здесь получается телефон, а здесь будет маленькая велокомпьютер. Блин, не знаю, это будет смотреться по-дурацки. Хотя... да. Поболтаю о планах, целях. Обожаю это делать. Мое любимое занятие — это вот что-то планировать, что-то как-то наводить порядок в мыслях. А когда больничным сидишь, на больничном, появляется куча времени и такой, блин, читать, вести блог, 1, 2, рисовать, обучаться новому. Класс! И думаешь, все, значит, буду делать впредь и всегда вот так, вот так, вот так, чтобы достичь вот эту цель. А потом приходит работа, ты такой приползаешь с работы домой и такой: пристрелите меня кто-нибудь, чтоб я не мучился. Читать 2 строки прочитал, такой и храпишь. Рисовать 2 движения, 2 штриха провел и заснул. Так вот жизнь ставит все на свои места. Ты такой нафантазируешь себе целей, наставишь, а потом приходит суровая действительность и такая: а на это все нужны деньги, и надо работать на заводе, а лет тебе уже 50, и устаешь ты быстрее. Скажу вам немножко о своих планах, друзья. Пока больничный, было время поразмыслить. Значит, загорелся я очередной идеей. Ну, это как бы не очередная, это все вытекает одно из другого. Я вот так думал. Это все было такой планомерный процесс достижения большой цели. Начиная от покупки велосипедов, создания блогов, введения социальных сетей, коллекционирования компакт-дисков. Это все как бы все кирпичики одной большой идеи, и которой я постепенно иду. Так вот, очередной из кирпичиков — это освоение искусственного интеллекта по созданию картинок. Есть такая бесплатный искусственный интеллект Stable Diffusion. Я не уверен, что я правильно называю. Может, Stable Diffusion. Короче, Diffusion. Там есть слово. Да. И с этой нейронкой, с этой нейросетью, не знаю, как она работает. В общем, ее загружаешь себе на компьютер, и она тебе генерит картинки. И это все абсолютно бесплатно. Но у тебя должен быть
мощный компьютер. Я сейчас к этому вернусь. Для чего мне картинки? Для того, чтобы учиться рисовать и для того, чтобы создавать интересные какие-то интересные картинки, интересные дизайны, интересные мотивы. Не знаю, записываю сейчас, нет. И я посмотрел, что... Блин, много я мычу, да, туплю. Что может эта программа? Это просто чудеса. Есть Midjourney, есть еще пару нейронок, и они создают, генерируют картинки, но они замороченные, сложные, и стоят денег, там, 20-30 в месяц. Вообще не хочу платить. Не мой вариант. Я люблю раз заплатить, если даже что-то стоит денег, я готов заплатить, но лишь бы это было единоразово. А там надо прямо каждый месяц за них платить 20-30 евро, вообще не хочу. Вот, и я наткнулся на... Сейчас в YouTube прямо очень много уроков на эту нейронку. Это прямо какая-то революция. То есть ты можешь создавать, даже не умея рисовать, ты можешь сумасшедшие дизайны, мотивы, рисунки создавать для татуировок. Опять для чего? Потому что в конечном счете я хочу делать сам татуировки, татуированием заняться. И все эти вот мои каналы, социальные сети, я это все держу, развиваю. Хера себе ты гонишь. Для того, чтобы потом плавно перейти на тему тату. И чтобы был виден сам процесс, как я к этому шел, и результаты. Да. В общем, установил я эту программу, блин, сумбурно опять рассказываю. Установил я эту программу себе на комп, но у меня на ноутбук. Очень медленно, не тянет он, у меня видеокарта уже устарела, этому ноутбуку уже 5 лет. Короче, заказал я новый. Сейчас черная пятница, хорошая цена, 1735 евро. Так он 2300, 2400. Офигенная скидка. И Руся еще вообще не в курсе. Пока я не рассказываю. Это вот мои очередные затеи. Не очень любит. У меня что-то как в голову стрельнет, я начинаю это вот развивать, учиться, делать. И потом, когда сделают катание, что-то неинтересно. Да. Заказал я новый ноутбук себе с мощной предпоследней видеокартой NVIDIA RTX, по-моему, 4070. По-моему, самая последняя 4090 RTX видеокарта. В общем, SSD диск на 1 терабайт, немного. Что там еще? 9-й Intel процессор. Аппарат мощный. Должен тянуть эту программу, эту нейронку в легкую. Я вообще не понимаю, как эта нейронка. Она, конечно, занимает там гигабайтов на компьютере. То есть я вполне подозреваю, что она как бы самодостаточная, генерит это все в себе. Ну, это как бы не совсем похоже на нейронку. Мне кажется, нейронная сеть, она должна иметь связь какую-то со внешним миром, чтобы развиваться. Не знаю, как это работает, в общем и целом. Хотелось бы создавать интересный... Записываешь ты сейчас? На больничном это все кажется реальным, достижимым, такое, как бы обучиться очередной раз чему-то новому. Ну, там прямо не все так просто с этой нейронкой, там надо эти промпты уметь. Надо уметь ей пользоваться. Но, в принципе, материала не так уж и много в сети, но есть. Уже можно начать. В общем, нужен мощный компьютер. Я его заказал. И все как бы подвожу к тому, чтобы в 50 лет закончить какие-то курсы официальные татуировщика, получить корочку, сертификат. И потихоньку начать там на каких-то искусственных кожах и на подопытных кроликах татуировать.
параллельно учусь рисовать. То даже не столько рисовать, а просто руку держать. И не бояться браться за что-то. Тут как бы все рисование, оно в голове настолько... Насколько ты веришь, что ты можешь нарисовать, настолько ты и будешь хорошо рисовать. А это только с опытом. Чем больше ты рисуешь, тем больше уверенности появляется. Тем лучше ты рисуешь. Вот. Сейчас надо собраться с мыслями и сформулировать нормально, что я хотел сказать-то. Коротко сформулировать, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что все, что я сейчас делаю в последнее время и в ближайшее время буду делать, это все для достижения этой цели. Научиться татуировать и начать татуировать. Вы спросите, при чем здесь велосипед? Притом, это маленький кирпичик в мой видеоблог, в мой продвижение моего личностного бренда. А пиком его будет, вот этого айсберга пика, татуирование. А все вот это вот велосипеды, геокэшинг, компакт-диски, музыка, это все составляющие, это подводная часть этого айсберга. Это контент, и это то, что как бы держит меня на плаву. Тут уже я не буду вдаваться в подробности, то уже не суть важно. Вот такой вот план, друзья. Что еще вам рассказать? Да, я подписан в разных сетях на татуировщиках. Там везде, где только можно, в Телеграме, во всех этих группах, пабликах, в Ютубе, в Фейсбуке. И в Фейсбуке у меня есть, я подписан на чувака, русский чувак в Германии. Но он уже из тех русских, которые уже и по-русски плохо говорят. И он в Фейсбуке там регулярно выставлял, значит, фото своих работ и вообще своих увлечений. И такой близкий по духу чувак, тоже такую тяжелую музыку слушает, намного тяжелее, чем я музыку слушает, такого же возраста, в центре Германии где-то живет, и у него свой тату-салон, и он проводит, его салон проводит обучающий курс. И я с ним списался, он там рекламировал их, я такой, сколько стоит, сколько длятся. Ну, такая цена меня удивила немного. 3 дня, базовый курс, что-то там 830 евро. Пиздец, как дорого. Я такой себе думал, на свое 50-летие, мне как раз 2 недели отпуска будет. И пойду поехать туда. Это центр Германии, можно было велосипед взять с собой, там митовать какую-то гостиницу. Там велосипед как-то оставить, днем учиться, вечером катать на велосипеде, было бы ништяк. Но цена меня немного отрезвила. Что-то как-то дороговато за неделю. 1000 там еще, ладно. Блядь, 3 дня, чему можно вообще за 3 дня научиться? В общем, ищу пока другие курсы. С удовольствием и на эти бы сходил. Прикольно вообще, как он вообще, что. У него офигенные работы, но дорого. Ищу другие курсы, их хватает. Даже поляки проводят их. У нас тут Польша под боком, как под боком, 300 километров. И там и татуировки, татуирование в 2 раза дешевле. И курсы они проводят. Не знаю, на каком языке 3 раза дешевле. По-моему, даже на немецком они проводят курсы. Вот такой вот план. Летом хочу закончить какие-то первые курсы свои по татуированию. Сейчас взять компьютер, научиться генерировать оригинальные картинки. Буду их рисовать, просто срисовывать. Ну, как я сейчас рисовываю картинки, только эти будут оригинальные мои.
таких больше нигде не будет. То есть какие я придумаю, такие буду срисовывать. Такие нагенерирую, такие буду срисовывать. Вот такой вот план, друзья. Так, что у нас тут такое? Наверное, надо уже свет включать. Что незаметно я в ночь въехал. Шучу, вечер. Еще только. Опять асфальт снимаю. Собачки. Звонка у меня нету. Сейчас будем подъезжать. И уху. Они на поводках еще, нифига себе. Танки. Красавчики. Так, про новый ноутбук рассказал. Вообще удивительно, когда выезжаешь на велосипеде, ты думаешь, блин, вообще брать камеру, нет? Что там снимать, что рассказывать? Что тысячу раз-то говорю. А когда включаешь камеру, выезжаешь, чтобы самого себя развлекать, начинаешь болтать, просто у тебя открывается болтательная эта железа. Я, кстати, пообещал самому себе уже перестать материться на своем блоге, в своих видео. Не знаю, в какой момент я подумал, что это круто, но это вообще нифига не круто. Это какой-то отстой. Надо переставать. Попытался я, мне же пришла карбоновая подножка, попытался я ее присобачить, нифига она не подошла, потому что здесь крепление такое вот втулка, и она как бы внутри там, да и сам диаметр втулки этой толще, чем эта подножка, диаметр, крепление для подножки. Но сама подножка офигенская просто. Элегантная, легенькая, снимающаяся, разбирающаяся. Очень жаль, что она сюда не подошла. Судя по всему, уже сюда ничего не подойдет такого элегантного. О, тормоз работает, видите? Вот я сейчас стою, сейчас поехал, выключился. Еще даже не видел, как это работает. Пять минут. Другие я искать уже не буду, что темнеет. Нет особого желания. Еще, может, чуть дальше проедусь, чтобы всего получилось 40 километров. Да, подножка не подошла. На МТБ мой, на Hardtail, она, скорее всего, подойдет. Но там стоит у меня массивная такая подножка. Там она слишком нежная для МТБ. Он слишком тяжелый. Жалко. Какие-то дебри в какой-то лес. Надо аккумулятор на камере поменять. Ах да, совсем забыл. Я же еще создал параллельный YouTube канал. Называется The Boozer на английском. И его суть будет такова, что там будут те же видео, что я здесь. Ну, те же... Там будет взят материал с этих же видео, с этого канала, с Алекса Титанова, но в более урезанном, простом варианте. Либо там будет в режиссерских версиях того, что я здесь вырезаю, но там все будет вообще без слов. Только The Boozer — это жужжалка по-английски, и это народное название самого загадочного радиоканала UVB-76. UVB-76. Зексунзипцы. Кому интересно, загуглите. И там будет видео либо под вещание, радиовещание этого канала, либо под такую мистическо-загадочную музыку. В основном эта группа будет сейчас, господи, как же, Пауле Вольф, Панте Вольф. Короче, это не важно. Важно то, что я сделал второй канал, потому что иногда я думаю, что
нету просмотров, потому что я много болтаю, и болтаю всякую чушь, и это никому не интересно. И в целом меня кидает в крайности. В целом я не люблю разговаривать. Я разговариваю только сам с собой вот на видеокамеру, когда катаюсь на велосипедах. А так по жизни я не люблю разговаривать. И мне кажется, чем я старше буду становиться, тем я еще больше буду любить, не любить разговаривать. Тем больше буду я молчать. И рано или поздно я приду к тому моменту, когда я вообще перестану болтать. И у меня уже к тому времени будет канал, где можно будет размещать. В общем, это все чушь, просто как альтернатива. Здесь вот с болтовней, там то же самое, фактически без болтовни, под мистическую загадочную музыку. Вот такой вот. Вот такой вот второй канал я создал. Кому интересно, заходите, ссылка будет в описании под этим видео. Не владею английским, но будет все по-английски. Там будут только названия по-английски и название самого канала, потому что я хочу его видеть таким международным. Раз там нету болтовни, значит он на любом языке мира. Соответственно, херите я в лес какой-то заехал, уже лесной, прямо дремучий. Бусер. Как это правильно читается? Буцер или буцер. Не знаю, как цет читается в английском языке. В общем, ссылка в описании. Приехали, друзья, вот здесь вот справа тайник. Вот это вот, чтобы вы понимали, все перерыто кабанами. Вот это все вокруг перерыто дикими кабанами. Не знаю, видно что-то еще, нет? И нам надо сейчас еще вот в лес еще дальше пойти. Вряд ли я что-то сейчас найду в такой темноте. Паркуем. Ага, цель с левой стороны, он мне говорит. Давайте почитаем свое задание. Что там за звуки? Так, это был раз. Год. Раз. Где он начинается? Вот тут. Это два. Это три. Нарисована земля, последняя битва, справятся ли Бруно и его семья. В общем, это идет речь о этом радиоспектакле ихнем. Там какой-то Бруно со своей семьей. Сможете ли вы найти последний тайник? Мы надеемся, что радиоспектакль и тайники, которые мы к нему добавили, вам понравятся. Если вы хотите больше радиоспектаклей, напишите нам. Мы очень рады идеям, предложениям, с уважением, ваша команда радиоспектаклей. Дополнительная подсказка, высота обзора дерева. В общем, мы можем сегодня полагаться только на карту. Возьмем с собой велосипед, чтобы подсвечивать. Еще не помню, какое-то озеро должно быть. И вот смотрю, дорога-то и заканчивается здесь. Почему мне вот нельзя взять просто прокатиться где-то красиво вдоль моря? Нет, я нахожу какие-то такие места зловещие. Вот здесь, на уровне чего? На уровне глаз. Прикольно. Ну и время я подобрал. Хотя время неспроста такое позднее, только сейчас к вечеру все перерыто дикими кабанами. Улегся слегка хотя бы ветер. В первой половине дня был сумасшедший ураган. Я посмотрел прогноз погоды. К обеду он должен был улечься. И он таки улегся вместе с моим велосипедом. Ладно, быстро чуть-чуть посмотрю и еду. Блин, мне не нравится это. Тут ночью шароебится. Не хорошее слово, я же не матерюсь теперь. В общем, если бы я прятал бы
на этом дереве. Что я сейчас найду здесь? Ничего, темно сильно. Я нашел еще, и прикиньте, взял и нашел. Вот он. Прикольно, хотя вот посмотрите, где показывает, где я сейчас, а где тайник. В общем, это к тому, что как пишут координаты. Такие плюс-минус 20 метров, ищите. Так, все, пошел за ручкой. Быстро напишу, что я сегодня здесь был. Сегодня у нас число 25 и еду домой. Это 151-й, друзья, тайник найденный. Вот сейчас я не столь критичен, когда найдешь тайник такой, думаешь, блин, ну ничего страшного такого, что ты в лес чуть-чуть заехал тут. Еще кое-что видно. Так, сегодня у нас 25-е, 11-е, 24-е, Алекс, Ирина. Она мысленно всегда со мной, если не ездит искать. Потому что мы же команда. Или как? Ну все, друзья, пакую обратно. 151-й геотайник. Что-то по обратному пути вам сейчас еще интересного не очень расскажу. Вот. Кладу обратно. И еду еще пару километров, наверное, куда-то проеду, чтобы было всего 40. Начну входить немножко в форму. А то совсем что-то как-то растренировался. Вот это я, короче, забурился. Какой-то лес лесной. И вся вот эта моя система, которая держит фару, телефон, все такое ненадежное, все такое вакерлих. Вот это вот телефон, этот хальтер, держатель, вот этот телефон, он как-то крутится теперь вправо-влево. Я ни хера не могу понять с этим велосипедом, как это все жестко прикрутить, бляха-муха. Но все какое-то, я уже боюсь даже что-то закручивать жестко, потому что боюсь резьбу сорвать, уже наученный горьким опытом. Я только что уже поджал, он все равно такой легкий, свободненько. Вот этот телефон крутится. Капец. Что-то или меня навигатор повел не тудой. Я что не помню, что я через так долго ехал через лес. Я помню, на том велосипеде фара не туда светит. Просто на резинке прицеплена к рулю. Ты раз ее подкрутил, как тебе надо. Все. На веки вечные так будет стоять. Тут же, блядь, надо остановиться. Достать в бардачке ключик шестигранный. Раскрутить фару, подкрутить, как тебе надо. Опять прикрутить. А чтобы это все сделать, надо одеть очки. Остановиться возле фонаря какого-то. Здесь фонаря нет. То есть... геморрой. Но я не матерюсь. А знаете почему? Потому что я сейчас не работаю. И ни хера не такой вечно уставший и раздраженный. И могу даже держать себя в руках, чтобы не материться. Красавчик, да?
О, да. О, да. Сука, вообще не держится. Кисулей. Это тут, а ты-то. Сколько ты находил? А я на велосипеде еду, Кися. На велосипедике. Здесь мокрый спотел. А? Спотел, жара на улице. Я вспотел, жара на улице. Вообще насквозь. Караул. Вообще непонятно, как одеваться. Оденешься слабо, замерзнешь. Сильно будешь мокрый. Это вот извечная проблема. Для этого они покупают все эти веловещи. Я вот не знаю, когда я к этому приду. К оптимальным вещам. Я всегда какой-то мокрый насквозь езжу. Эта куртка, она для зимы прямо. Да. Ну ничего. В принципе, попотеть, лучше пропотеть хорошо. Ты посмотри, как я. Еще всякие. Это вот каждому такая коробка? Ну, не каждому. Только я, наверное. Только мне и бабушке. Да. Ну, Сколько ты проехал? вообще всего ничего. 36 километров. Ого, Да. ничего. Ну по каким-то лесам. Опять это все вакерли, то одно валится, тут другое, блин, раскрутится. Серьезно? Что там у тебя раскрутилось? Ну, это вот. Я никак не могу совладать с этим креплением для фары, для хэнди. Этот гревел
он, блядь, он такой жесткий. А, Если ты трясёшься, едешь не да? по асфальту, это просто какая-то зубодробильня. И все, что, блин, на нем не жестко прикручено, или как-то Оно там, раскручивается. оно все раскручивается, и все не фест, короче. Капец. Я прям не знаю, что с этим делать. Какой-то. Все, нужны очки, я ночью не вижу без очков, а очки нужны, у меня только такие очки, которые для чтения с собой, чтобы там был кетчинг, тра-ля-ля. А у меня вот такие, как я езжу в машине, а они у меня только одни в машине. Я каким-то, блин, четырем током не вижу ничего. Какая-то фигня. По каким-то лесам. Это, блин, еще и камера лежит до сих пор, прикинь.